Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, песеры, с вами Морж и, как я и обещал, Суперкубок на моем канале. Суперкубок — это круто, Суперкубок — это здорово. И у нас сегодня Игорь Конюхов, который играет под эмблемой и в форме сборной Бразилии, который, как вы помните, победил Исмаила. И Алексей Безмол, который играет в форме Омана, который у нас в финале хлопнул Михаила Краснова. Уверен, матч будет интересный, уверен, вам такое заходит, потому что я знаю, потому что вам заходит. Ну, а комментирую, как всегда, это все дело я. Напоминаю, что турниры проводит лучшая группа в РУ-сообществе турнирная, турниры номер 1, ссылки на нее в описании, в закрепленном комментарии, так что подписывайся, следи за постами и участвуй в турнирах. Итак, понеслась. Пока что в атаке у нас Оман, Винициус отдает на Кимиха, и тут уже потихонечку развивается атака. Криро не добирается все-таки до мяча, Донарума был на мяче первый, и погнала атака у нас сборной Бразилии, а точнее Игоря. Я не раз говорил, что мне нравится, как Игорь играет, мне нравится наблюдать за его игрой. Вот, надеюсь, в этом матче он тоже нам продемонстрирует и финты, и красивые голы, и еще что-нибудь. Не получается контратака у Омана, Бастони у нас первый на мяче, отдает в центр, доходит мяч до Казимира. Казимира отдает на Варана. Здесь у нас еще и Иньеста есть. Кстати, эпик Иньеста просто пушка, бомба, ракета, петарда. Советую поймать, если у вас есть возможность. Кровь великолепно разворачивается. Мане, подача. И посмотрите, в каком прыжке просто вратарь не дает забить гол. Да, пробивал Криштиану Роналдо. Чем он вообще отбил? Ух, коленкой. Я, если честно, первый раз такую вижу анимацию. Касильяс, да, если я не ошибаюсь, не стоит на воротах. Ну, тут прям выдал. Выдал. Идет подача углового, Кройф, снова вратарь у нас вступает в игру, не дают забить гол сборной Бразилии, и Оман уже несется в свою контратаку. Криро, пока что у него достаточно много пространства, отдает на Винни, будет дальше продолжение, нет, скорее всего затянул, здесь нужно было отдавать передачу, Варан справился, и Бразилия завладела мячом. Бразильский Месси на правом фланге обыгрывал Робертсона, но с фолом наш шотландский Робертсон тормозит нашего бразильского Месси. Точнее говоря, оманский Робертсон бразильского Месси, если быть уж совсем точным. Иньеста отдает на Бастони в центре поля. Посмотрите, как высоко играет защита. Можно нарваться на очень неприятную контратаку. Мане, есть время развернуться, дает на Кройфа в центр. Тут уже Криро хорошо подключает Мане. И снова Касильяс. И немножечко Иньеста не попадает в такт в мячу. Он бы, конечно, замыкал, если был бы на шаг дальше от ворот. Пока что Игорь, конечно, по полной прессингует, вот, но, тем не менее, я уверен, Алексей тоже будет огрызаться, почему бы на самом деле и нет. Играть оба наших товарища умеют, а в ПЕС еще очень важно у нас везение. Кимих отдает на Бастони уже оманского в центре поля, как вы видите, Бастони у многих в составе, тоже, опять же, говорю, что вот из паков Италии Бастони просто пушка, ракета, петарда и все остальное, даже соленые помидорчики, огурчики иногда. Крутейший игрок. Обязательно тоже советую вам его поймать, если у вас есть возможность такая. Не получается контратака у сборной Бразилии, и мяч будет вводиться из-за боковой. Будет выкидывать у нас этот мячик Кройф. Так, Кройф отдает на Кафу на правом фланге. Посмотрим, куда дальше будет развиваться атака. Снова на Кройфа. Передача на Месси. Месси сразу же подключает Иньесту. Коротко разыгрывает с Месси. Ошеломительная подача на ошеломительного Криро. Но попадает он головой в защитника, и мяч до ворот не доходит. Пока что, конечно, лучший игрок матча у нас это явно оманский Касильяс. Ну просто я до сих пор вспоминаю этот отбитый мяч коленкой. Кройф пробивает. Посмотрите, снова вратарь тащит. Да господи, что ж ты будешь делать? Касильяс это просто какая-то пушка, судя по всему. Не знаю, постоянно ли он так играет или нет, но в этом матче, ну посмотрите, все просто берет Касильяс. Сколько ударов уже в створ ворот было. Выносит Касильяс мяч. Пока что Алексей не собрался. Ничем особо острым Бразилии он не отвечает. А Бразилия, конечно, острит по полной программе. Игорь хочет выиграть этот суперкубок. Ну, я думаю, Алексей хочет этого на самом деле не меньше. Месси, много у него было пространства. Смог еще и отдать. Но здесь Неста первый на мяче. И Кафу до мяча нет. Кафу, посмотрите, выдирает мяч у Несты. Сразу же подает. Мане, снова Касильяс. Да как, шо ж ты будешь делать? Сколько уже ударов. И сколько этих ударов испанец наш тащит. Атака снова Бразилии. Мане разворачивается с подкруткой в дальний. Не попадает. Не попадает, к сожалению, Мане с подкруткой в дальний угол. И
мяч будет от ворот водиться в игру. Ну, Мане не самая лучшая подкрутка, в принципе. Хотя с такой позиции можно было рассчитывать вполне и на взятие ворот. Касильяс мяч выносит. Криро здесь будет бороться у нас за второй этаж. Не получается у него побороться. Иньеста дает на Варана. Тот подключает Робертсона. Теперь мяч у Бастони. На правом фланге Кафу получает. И Месси на правом же фланге прорывается мимо защитника. Тут уже Винни возвращается у нас в защиту. Передача на Кафу. Сразу же тычок на Месси. И Винни мяч и перехватывает. Вот так вот. Не зря Алексей его возвращал в защиту. Винни здесь перехват как раз у нас и сыграл. 32-я минута, треть матча у нас уже позади. Пока что 0-0, но сколько опасных моментов и сколько прекрасных сейвов от Касильяса. Месси передает на Кафу. Ошеломительная подача снова идет, попадает в защитника. Месси снова возвращает мяч Кафу. Теперь уже обычная подача. Мане, конечно, не игрок головой у нас, мягко говоря. Криро долго-долго думал, чтобы развернуться. И Неста мяч забирает. А вот здесь вот может быть опасная контратака. 3 в 3, по сути, выходят. Ну что ж, смотрим, как Алексей разыграет эту, собственно, атаку. Салах пытается низом прострелить, не получается, и мяч у нас уже в руках Донарумы. Донаруму тоже из итальянского пака, ребят, хвалю, прям супер. Как и, кстати, Зоммер, или Сомер, как же он правильно читается, у нас сейчас за номинальные контракты. Великолепный вратарь, просто тащит как не в себя. Я не знаю, вот реально по вратарям, кого выделить, кто будет получше. Алексей тут что-то выделывается, мог сейчас реально терять мяч за Касильяса. Но не мне ему давать советы, на самом деле, как играть. Кроев отдает на Кимиха в центр. Криро. Есть у него время и развернуться, и подумать. Но, к сожалению, нет, все же продолжается атака. Амана сразу же пробивает. И посмотрите, сильнейший удар попадает в перекладину. Атака продолжается. Криро не получается пробить. И снова не получается пробить. Ой-ой-ой-ой, не дают. Просто не дают игроки запихнуть мяч в ворота уже практически в упор. Да, такой серьезный ответ от Алексея для Игоря. И могло сейчас, конечно же, залетать. Передача вперед, но тут Бастони у нас первый на мяче. И Аман, собственно, отбивается. 8-7 по ударам у Бразилии, до хренища. 2-2 по ударам у Омана. Но тоже отмечаем, что у Омана были шансы на взятие ворот. Ну, конечно, у Бразилии было их гораздо больше. И Касильяс тут просто пока что игрок матча — это Касильяс. Посмотрим, как он проявит себя во втором тайме. Если проявит хотя бы в половину того, что он сделал в первом, я считаю, что он и должен будет признаваться игроком матча. Ну, посмотрим. Поле ровное, мяч круглый. И у нас пока что идет перерыв. Наверняка какие-то заменочки будут делаться, хотя мы пока не знаем какие. Но сейчас, сразу же после начала второго тайма, конечно же, узнаем. Теперь Бразилия у нас начинает. Да, кстати, огромное спасибо Игорю за запись в отличном качестве. Аж приятно такое дело все комментировать. Нет, замен никаких у нас не произошло. Видно, Алексей что-то перестраивал по схеме или по тактике. Месси, передача на Роналду. Нет, защитники оказываются первые на мяче. Кимих отдает на Робсона, но Казимира перехватывает. Кроев с подкруткой. Нет, сильный просто удар. Шел в правый угол, но не попал. Не попал наш эпичный Кроев в правый угол ворот. А хотя Касильяс мог сейчас опять что-нибудь нереальное просто потащить и уж точно застолбить за собой право называться игроком матча. Аман в атаке не получается. Снова в перехвате у нас Казимира отлично отыгрывает. Опять же, похвалю Казимира за номинальные контракты. Шикарная карточка. Месси отдает передачу. Ой-ой-ой-ой, с подкруткой в дальний угол. Ну, тут уже Касильяс просто не спас. Выходит все-таки Игорь вперед. Мне что-то показалось сначала, что летит рядом со штангой, но нет. Нырнул мячик в уголок. Аккуратненько, красиво. И здесь наш испанец уже не выручил. Что ж, выходит Игорь вперед. Ну, в принципе, ожидаемо. И, наверное, абсолютно заслуженный гол. По крайней мере, по первому тайму. Ой, а что? Простите, остановите нахрен землю, я сойду. Что это, мать его, было? Что это просто, мать его, было? Как быстро отыгрывается Алексей, причем даже не поучаствовал в атаке. Вот так вот мысленно Алексей просто телепатически взял и сделал счет 1-1. Ну, тупейшая, конечно же, тупейший баг нашей игры, тупейшая ошибка вратаря и 1-1. Вот так вот строили, наконец построили. Игорь давил, еле-еле забил гол, и вот такая вот херня происходит. Так, здесь Касильяс первый у нас был на мяче, очень близко к нему шел мяч, естественно, он должен был его убивать. Мане, идет передача, будет Кроев выпрыгивать, не получается у Кроева выпрыгнуть, и Аман пока что отбивается. Вот и шанс на контратаку. 3 в 2. 3 в 2 можно, в принципе, выбегать, но чуть-чуть быстрее бы. Робсон не попал в такт игры.
и, к сожалению, не подключился к этой вполне возможно результативной атаке. Салах отдавал на Криро, мяч до него не дошел. Почти 60 минут у нас уже сыграно. Красиво Месси обыгрывает двойным касанием защитника и несется вперед по правому флангу. Посмотрите, как много игроков сборной Бразилии. Кройф пробивал, блин, с какой позиции пробивал и не попадает в створ ворот. Да, Игорь продолжает давить, но вот видно, не везет. И вот этот автогол, конечно, это максимум невезения, наверное, которое было в этом матче. Хотя еще 30 минут впереди, тут мы такого чувства насмотримся, что можно будет охренеть. Снова в атаке Бразилия. Не получается у Омана зацепиться за мяч. Передача на Криштиану Роналдо. Неста здесь первый на мяче. Отдает мяч Кассу. И Касильяс уже начинает атаку, собственно, Омана. Кимих в центре поля. Куда будет отдавать, пока что не знает. Отдает на правый фланг на Александра. Александр подключает Салаха. Сразу сам начинает забегать. Но что-то притормаживает. Как-то не совсем понятно. Криро. Ой-ой-ой-ой. Кафу здесь мог очень сильно ошибиться, если бы Криро немножечко изменил направление. Тем не менее, пока что Бразилия отбивается. Робертсон подключается по левому флангу. Ошеломительная подача и попадает в ошеломительного Варана. И ошеломительно уходит на ошеломительный угловой. Да, все у нас сегодня прям ошеломительное. Естественно, 60-я минута прощелкала, значит, надо делать замены. Выходит у нас норвежская поленца Холланд, выходит у нас Роналдиньо, выходит у нас Салах, Де Брюйне и Баррелья. Либо же Барелла, не знаю кому как приятнее, а то на меня так сильно возмущались, как я произношу имя, точнее, фамилию Барельи. Честно, ребят, если у него есть какие-то претензии, пусть напишет в личку в Телеграме, обсудим. Если что, принесу свои извинения. Ссылочки на мой Телеграм в описании, в закрепленном комментарии. Так что, Барелья, можешь писать туда. С удовольствием с тобой пообщаюсь. Ну и у нас пока что угловой для Алексея Безмола. Давайте смотреть, как будет разыгран. Разыгран нормально, в принципе, но Бастони в ворота не попадает. Посмотрите, Бастони у нас подключается и на угловых, как вы помните, он в обоих финалах забивал. Поэтому Бастони подключать на угловых тоже очень даже выгодно. Донарума выносит мяч. 65-я минута сейчас у нас. Холланд поборется, конечно же, поборется. Для этого он и в нападении. Салах отдает на Холланда. Будет он первый на мяче. Холланд дальше сможет отдать на Де Брюйне. Де Брюйне нет, блокируется удар. Можно было, конечно, за Де Брюйне скидывать еще чуть дальше налево. Но я понимаю, в таких моментах не всегда быстро соображаешь, как лучше разыграть этот момент. Де Брюйне, кстати, от него мяч вышел, да, поэтому у нас удар от ворот. Бастони вроде выигрывает вверх, но мяч получает Робсон. Теперь мяч уже у Салаха. Очень коротким пасом пытался Алексей начать эту атаку. Салах, нет, пытался, конечно, побороться, но ничего не вышло. Барелья отдает на Робертсона, и начинается снова атака сборной Бразилии. Роналдиньо, кто ж еще, как не он, должен был, какой ужаснейший пас. Вот я тут начинаю распинаться, кто же еще должен вести Бразилию в атаку, как не Роналдиньо, а он такой хреновый пас выдает. Александр Арнольд на правом фланге отдает на Салаха. Есть у него место, есть Робсон, но Робертсон становится на пути к мячу и не дает пробить по воротам. Роналдиньо тут, да, пытается Игорь играть красивенько с финтами, не совсем это получается. Передача на Салаха, но мяч снова до него не доходит. Второй тайм у нас явно меньше имеет накал, меньше ударов, но тем не менее 1-1 у нас на табло. Де Брюйне отдает на Холланда, практически дошел до него мяч. Кимих в последний момент его перехватил. Варан, передача на Кафу. Кафу красивенько делает сомбреро. Красиво, эффектно, но пока что неэффективно. Пока что у нас ничья. Де Брюйне в центре поля сразу же пытался подключить своего игрока, но не оказывается он первый на мяче. Бастони тут все борется с Криштиану Роналдо, и, как вы видите, чаще всего выходит победителем из этой дуэли. Бастони крут. Бастони крут, а вот и передача. Да, такое надо реализовывать. Нет, поспешил Алексей здесь, да, можно было еще пробегать, можно было с подкруточкой как-то в дальний угол пробивать, но я понимаю, он шуганулся от того, что Игорь начал выводить Доннарумму, вот, и потом в какой-то момент остановился, и, наверное, здесь поспешил. Мог реализовывать моменты и сейчас, в принципе, выходить вперед. Передача на Салаха, но Бастони тут у нас первый на мяче. К сожалению, только в аут он смог мяч выбить. Снова берется пауза, теперь уже Алексеем пауза берется. Ну и давайте смотреть, кого на кого он будет менять. Поздновато он решил сделать замен, не так много у нас осталось доиграть, но, тем не менее, возможно, эта замена и сработает, возможно, какой-то Джокер, так сказать, сейчас выйдет и переломит ход игры. Ну, а мы пока можем порассуждать, в чем мы на поле на данный момент видели. Как по мне,
Бразилия, естественно, доминирует, вот, но, тем не менее, счет 1-1 из-за просто глупейшей ошибки вратаря, на самом деле, очень обидного гола. Так, Зейдер выходит вместо Робсона у Омана. И все, и все. Холланд пытается пробить, не получается. Казимир отдает на Кафу. Недвед сразу же подключает Винни по левому флангу. Какая передача не очень удобная, тем не менее она прошла. Зейдерф опять снова неудобная передача, и она тоже проходит. Кафу будет первый на мяче. Криро и посмотрите, 87-я минута. Алексей, простите, забивает. Я думаю, у Игоря сейчас просто руки опустились. Господи помилуй. Причем одна за одной передачи из неудобного положения, которые доходят до адресата. Потом вроде бы Кафу должен был первым быть на мяче, и на мяче первым его не оказалось. Ну и да, прекрасный удар от Криштиану Роналду, который вратарь не взял. Вот так вот, 87-я минута, и Алексей Безмол выходит у нас вперед. У Игоря очень мало времени, тут буквально одна атака будет постараться отыграться. Вообще не понимаю, почему именно Кафу прикрывал Криро, где Бастони, куда он потерялся, я так его расхваливал, а здесь вот посмотрите, как получилось. Ну что ж, бывает такое, простите, у меня телефон заиграл, забыл я его поставить в авиарежим, но тут ребята наши берут паузу, и что, снова будут замены? Ну что, наверное, будут замены. Хотя на кого менять. Ну, Алексей что-то будет мудрить. В принципе, Зейдерфа он выпустил. Зейдерф сразу же поучаствовал в голевой атаке и, собственно, сейчас вывел команду Омана вперед. Наверное, будет усиливать центр, возможно, будет усиливать защиту. Тут ему просто нужно продержаться, грубо говоря, две игровых минуты. Ну, а Игорю нужно, чтобы либо очень сильно повезло, либо он сейчас вытащил какой-нибудь из рукава такой джокер, что сможет забить вот прям сразу. Ну, у Игоря замен уже, к сожалению, у нас нет, поэтому нужно играть с тем, что есть. Итак, Казимира выходит вместо Винни, ну да, вот, укрепляет защиту. Рюдигер вместо Кимиха. Кто еще? Роналдиньо дает пока... Нет, больше никого. На левом фланге на Робертсона. У Робертсона получается прорваться, но защита мяч забирает. 89-я минута уже. Недвед отдает на Бастони. Пас вратарю. И 3 минуты добавляет арбитр. Передача направо на Александра Арнольда. Идет Алексей в атаку. Мог бы просто покатать мяч, но здесь через вынос все-таки, ну, чувствуется. Да, понятно. Он уже доигрывает. Он хочет, чтобы это время побыстрее закончилось. Казимира отдает на Салаха. Снова у нас Алексей может в атаке что-нибудь продемонстрировать. Зейдерф отдает на Криро. Снова момент. И посмотрите, уже в добавленное время Алексей забивает третий мяч. Да, такой развязки, если честно, я не ждал. И вот так вот 3-1 Игорь Конюхов проигрывает этот матч. Тут логично, уже сейчас будет развод с центра поля и финальный свисток. Ожидал я такого результата? Абсолютно не ожидал. При всем уважении к Алексею, мне кажется, Игорь играет сильнее, и я всегда хвалил его игру. Вот из тех матчей, что комментировал, мне прям нравится, как он выстраивает свой рисунок игры. Но счет, как говорил Лобановский, счет на табло 12-8 по ударам у Бразилии, 6-5 по ударам у сборной Омана, а результат вы видите 3-1, Оман побеждает, и я поздравляю Алексея Безмола с победой в Суперкубке. Игорь, не расстраивайся, я уверен, что это далеко не последний твой финал, так что еще встретимся. Ну, а по остальному, ребят, все полезные ссылки в описании, в закрепленном комментарии. С вами был Морж, до завтра, пока-пока.